Всем привет, меня зовут Кичагин Эдуард, моя тема ландшафтная архитектура, архитектурный скетчинг ландшафтный и все такие истории, вот графика пером и тушью и разными другими инструментами. И сегодня я буду рисовать вот эту вот церковь Святой Параскевы. И постараюсь сделать это, ну так, максимально просто, доходчиво и практично, да, чтобы можно было рисовать и не особо заморачиваться на этот счет. Вся вот эта вот история — это история обобщений. Скетчинг — это обобщение и выявление характерных особенностей, которые мы рисуем. И, может быть, мы жертвуем деталями, которые не так существенны в контексте общего образа, которые мы не очень прорисовываем. И немножко теории с самого начала. Это то, как нужно рисовать всю эту историю в перспективе. Сначала я показываю, как рисовать обычный кубик. Для начала мы рисуем линию горизонта, и вот вы видите там маленького смешного человечка. Эта линия горизонта у него всегда на уровне глаз. Он поднимается выше, она перемещается выше, он опускается ниже, она перемещается ниже. И вот теперь я нарисовал переднюю грань и отправил от нее лучи направо и налево в точки схода, точки пересечения линии горизонта с вот этими лучами. Это и есть точки схода. Если я их выбираю, то я могу понимать, каким образом простраивать всю эту историю. У меня получился простой кубик, и насколько я хочу его ширину, например, то я откладываю это слева, насколько я хочу его глубину, то я откладываю это справа. Наношу теневые области, размывая тушь, ну вот вы увидите и дальше, как я это использую. И вот это вот, по сути, вот та основа, с помощью которой можно простроить достаточно убедительно и верно тот рисунок, который мы будем рисовать дальше. Если с этим рисунком, который будет дальше, есть небольшие сложности, вы вернитесь вот к этому началу видеоурока и повторите вот эту вот историю с простыми кубиками. Точно так же, например, я делаю детализирование вот этой формы. Я хочу добавить еще немножко прямоугольной формы спереди. И вот таким вот образом я поступаю. Ровно так же, как я рисовал задний кубик, так я рисую и передний кубик, вернее параллелепипед. И приношу на него теневые области. И вот он уже вполне себе кубик, правильно построенный в двухточечной перспективе. Вся эта история — это двухточечная перспектива. И теперь, когда вы понимаете, каким образом теоретически строится вся эта история, вы можете практиковать вместе со мной, брать листик, бумагу и рисовать вот эту вот историю. Но сначала лучше посмотреть все видео, чтобы иметь представление о том, что я рисую, а потом попробовать идти по этой истории одновременно со мной. Это хороший способ научиться скетчингу. Я не буду рисовать очень быстро, и я думаю, что будет все так просто понятно. Здесь вы видите, как я строю вот эту вот систему из моих прямоугольников. Я не простраиваю их насквозь, как в предыдущем варианте, а показываю только те грани, которые мне нужны. И не простраиваю линии, вот эти вот лучи, которые уходят в линию горизонта, но я держу их в уме. То есть вы можете наблюдать, что справа один наклон крыши, а слева немножко другой наклон крыши. И вот эту вот систему с лучами и с линией горизонта я обычно держу в голове, когда скетчу. То есть основной момент для того, чтобы научиться такому правильному, простому и симпатичному скетчингу различной архитектуры, это освоить вот эти вот упражнения с кубиком. Если они освоены, то дальше проблем особо нет. Если они не освоены, то проблемы прям есть, и они существенны. Вы можете видеть, что у меня получается. То есть у меня посередине есть большой прямоугольник вот этой церкви. К ней позади я пристраиваю прямоугольник более низкий, и спереди пристраиваю прямоугольник более узкий, ну такой поменьше вот этих вот уже нарисованных. И сразу же рисую к нему вот эту вот историю с крышей и с такой купольной формой, которая приходит в форму большую простую прямоугольную. И сразу же туда кидаю некоторые детали, как то оконные проемы. Вот я придвинусь поближе, чтобы было более понятно, но более видно.
И продолжу. Что я делаю? Если у меня есть большая форма, от которой я могу уже отталкиваться, то только тогда я могу переходить на детализацию. Если я перехожу на детализацию сразу, рисую детальки, то значит я маленьким деталям подчиняю большую форму. Это очень странно, это непонятно, это странная такая декоративная история. Ну, то есть это нельзя назвать, мне кажется, правильным рисованием. Ну, хотя кому как. Сейчас такое время, что можно творить что угодно. И как бы делай, что хочешь. Вот. И дальше я беру аквабраш и приношу туда воду. И в тех местах, где вода касается линий мною проведенных, то вся вот эта история радостно размывается. И получается такой приятный оттенок сепийный. Вот, уже появился объем. То есть, несколько небольших, очень простых действий, и мы получаем объем. Вот за это я люблю работу чернил и туши с водой, с размытием. С чем я работаю? Я рисую попеременно пером номер 41, по-моему. Кажется, да. Кажется, 41. Но, может быть, путаю. Это еще такое старое советское, оно настоящее олдскульное, и оно очень крутое. Оно крутое для очень точных линий. Очень точных и тонких линий. Потому что оно очень жесткое. И также я миксую все это вместе с пером звездочка, которое намного более мягкое, и вот, как мне кажется, для моего типа скетчинга оно подходит больше. Но так как я сейчас немножко меняю стилистику, я провожу эксперименты, рисую попеременно то одним, то другим. Но преимущественно для формообразования, для тонких точных линий, я бы использовал вот это вот перо, которое сейчас у меня в руке. Это 41, кажется, номер советское. Для тех моментов, где более важна импрессия и переход от тонкой-тонкой линии к такой интенсивной луже туши, то я бы использовал перо звездочка. Потому что лужу туши практически невозможно сделать вот этим вот 41-м чертежным пером. Потому что она очень жесткая. Ну, вот пока я проговаривал эту историю, то я уже успел нарисовать купол. В принципе, купол с некоторыми вариациями, с некоторыми усложнениями также ровно строится, как и прямоугольник. То есть, по сути, это прямоугольник, у которого таким образом сглажены углы. И он подчиняется всей же этой истории со светом, поэтому я приношу туда на затененную область немножко воды, и вот так вот он красиво, симпатично размывается. Стараюсь довольно деликатно подходить к линиям и набираю тон так, довольно осторожно. То есть вы видите, сначала я чуть принес чернил на мой рисунок, потом пришел туда с кистью, чуть размыл, этим я набрал тон. Ну и вот таким образом двигаюсь. Можно двигаться быстрее, но я нарочито стараюсь сделать это все более понятной системой, более внятной. Поэтому могу не один раз проходить по одному тому же участку. И вот вы смотрите это видео, и у вас вычленяются элементы этого рисования. Это, мне кажется, очень полезно. Потому что будет такая специфическая насмотренность на то, как человек скетчит. Если вам нравится, как я делаю графику, вот этот вот архитектурный ландшафтный скетчинг, скетчинг в путешествиях, то вот можно посматривать на то, как я работаю, слушать то, что я несу, и повторять вместе со мной. Материалы очень простые. Это перья, которые вам нужны. Вот я уже озвучил, это перо звездочка и 41 перо. Вот здесь я работаю чернилами, они такие прикольные. Как же они называются? Сейчас я прочитаю. Попелпен. Попелпен. Сори, да, вот они такие. И классные. Это ореховые чернила, и их производит один мой знакомый в Москве. Он прислал на тест, и теперь я вот некоторое время буду, наверное, рисовать ими. На самом деле впечатление супер классное, потому что очень близкий к моему пониманию сепии тон. И мне это дико нравится. И, по размытию, сами смотрите.
То есть я работаю на такой бумаге, которая обычный мой скетчбук. Это не акварельная бумага, это не специализированная бумага для того, чтобы работала вода. Это такая довольно типичная бумага, и в этом кайф и чудо. Потому что я на неспециализированной бумаге получаю очень-очень-очень хороший, для меня подходящий просто прямо во всех отношениях эффект. Ну, поэтому вы можете использовать вот эти чернила. Так, это один момент. Ну и бумага — это Canson Sketchbook, большой черный. Вы наверняка не раз видели в моих видосах. Там миллион вот этих скетчей, набросков рабочих по архитектуре, по ландшафтному дизайну и по концептуальному проектированию. Ну, в общем, если интересно, то смотрите, у меня много где в видосах. Просто перед тем, как я начинаю рисовать, ну и большей частью это на стримах, я пролистываю этот скетчбук в таком ускоренном режиме, можно все рассмотреть. И, точно, я обязательно сделаю какое-нибудь видео, где я просто снимаю видео по моему скетчбуку. Я думаю, что может быть это будет интересно. Ну вот вы видите, что фактически там, вот сколько я говорил, особо ничего не изменилось. Я просто набирал тон. Набирать тон можно сразу же. Если есть некоторая привычка, то вы, в принципе, сразу же понимаете, сколько вам нужно чернил принести, чтобы добиться необходимой интенсивности. Наиболее интенсивные места, то есть насыщенные и более темные, они должны быть у нас на углах, на переломах форм, на углах, которые максимально близко к нам. То есть вот эти вот углы, которые прямо перед нами, они должны собирать максимальное количество тени. И рядом с ними, вот, например, угол с правой части он сильно затемнен, с левой части он сильно осветлен. Ну, соответственно, там как раз должна быть такая драматическая разница между светом и тенью. И так как эта церковь — это деревянная архитектура, я точно не буду вырисовывать каждое бревнышко, потому что это скетчинг, да, я обобщаю все. Поэтому я намечаю вот просто идею. Плюс-минус примерно пропорциональную строению историю с вот этими вот кружочками, которые обозначают собой торцы бревен. Я их вот так накидываю, а потом провожу рандомные линии. То есть я не стараюсь от одного кружочка приходить к другому кружочку. Я просто накидываю вот эту историю в том, что там есть вот такие вот горизонтальные полосы бревен. Ну и мне кажется, плюс-минус это достаточно, чтобы создать впечатление материальности этого объекта и чтобы было понимание, что это, в общем-то, бревенчатое строение. Вот такая вот церковь. И я это делаю на затемненной области и на осветленной области. И на затемненной области я подразмываю некоторые линии, чтобы убрать с них акцент и сделать их более естественными всему изображению. То есть все линии, которые тут есть, я могу размыть, потому что такие чернила водорастворимые. И это дает такую естественную и приятную материальность. И так как я использую перо, то моя линия очень вариативная. Она дает мне такой интересный эффект, ощущение того, что я рисую лучше, чем я рисую на самом деле. Такими другими материалами, не такими хорошими, как перо, я не могу добиться того же эффекта. То есть оно мне очень сильно помогает. Во многом то, как выглядит то, что я рисую, этим я обязан перу. Но не потому, что у меня такой это специфический инструмент, а потому что он дает классную вариативную линию. И тем самым очень мне помогает. Если мне лишить этой классной вариативной линии, я буду, конечно, пытаться ее добиться, но прям не факт, что добьюсь. То есть часть эффектности моего скетча, она сразу же уйдет на нет. И это важно понимать. Почему перо? Потому что я выбираю те инструменты, которые мне прям ощутимо помогают. А помогают они тем, что они делают свою часть задачи классной. И вот перо, которое предназначено для того, чтобы я рисовал линии на всем этом скетче, оно дает очень классные линии. И вот когда их попробуешь, то уже нет желания возвращаться в какую-нибудь другую историю. Там, где
линия, штрих не так вариативны. Потому что я понимаю, если уберусь у себя вот этот вот специфический скилл пера, то мой результат автоматически просто сразу же станет хуже. А я не хочу хуже. Поэтому я тупо использую перо. Ну и всем рекомендую. Вот такие вот особенности. Теперь кладу по форме вот этого купола небольшие штрихи и стараюсь, чтобы они выглядели так достаточно рандомно, чтобы не было такой сильной регулярности в этом моменте. Вот. Теперь небольшие детали. Там на куполе есть такие, как будто бы такие смотровые окошки, но я точно не уверен, потому что я рисую, опираюсь на иллюстрацию, в которой не видно деталей. Это какие-то такие очень-очень старые, кажется, фотографии, черно-белые, старинные, и в них не особо-то много и рассмотришь. В общем, я не разглядел и остановился вот на таком достаточно условном варианте. Немножко остановилась запись, вы видели, это потому что, скорее всего, я чистил перо. Потому что бумага не очень плотная, то на пере иногда собираются такие вот, как бы вот стружка от бумаги. Не знаю, как правильно это сказать. Теперь кладу по форме. В общем и целом, ну, практически заканчиваю детализацию всей этой истории. И по большому счету мне все нравится. Только теперь осталось немножко добавить вот эти вот оконные проемы, которые там присутствуют. И будет понятно, станет понятной самоштабность человеку всего этого строения. Оно такое прям очень немаленькое. И немножко прорабатываю историю тоже с идеей бревен. Приношу ее на передний, на задний план. Делаю небольшие детализации. Возможно, чуть-чуть, немного тут выглядит это все коряво, но это, скорее всего, искажение камеры, потому что, когда я гляжу на этот рисунок у меня в скетчбуке, то я не вижу того, что я вижу сейчас на экране, когда я озвучиваю этот текст. Это немножко странно, но пускай будет так, ничего страшного. И вот эти вот финальные моменты детализации, вот они, в принципе, сводят всю большую картинку и дают впечатление того, что, ну, хотя рисунок, он не очень продетализирован, создается впечатление, что он, наоборот, мог бы быть продетализирован очень сильно, но он такой, типа, легкий, быстрый, простой. Вот такой эффект, и мне он тоже нравится. И это так довольно похоже на старинную, интересную, симпатичную проектную графику. Вот то, что я люблю. Мой архитектурный скетчинг, он завязан на вот эту вот историю, потому что, ну, архитектор, ландшафтный архитектор, мне кажется, они должны очень хорошо рисовать. И моя вот эта вот деятельность, это все направление вот в эту историю. Для того, чтобы концептуальная штука, когда рисуешь идею, когда, ну, думаешь про это все, чтобы то, что ты делала, оно было симпатичным. Чтобы было симпатичным сразу же. Вот к этому эффекту я иду. Без там предварительных набросков карандашом, чтобы то, что ты рисуешь, оно сразу же становилось симпатичным. Ну и вот, мне кажется, я вполне себе иду в таком, мне кажется, правильном направлении. И делаю много вот этих вот видеоуроков для того, чтобы, ну, и архитекторы, и ландшафтные архитекторы, и те, кто хочет скетчить в путешествиях, ну, если вы хотите, чтобы стиль вашего скетчинга был такой, ну, симпатичный, благородный. В моем случае у него есть еще, ну, такая итальянский бэкграунд, контекст. Ну, тогда смотрите мои видосы, повторяйте и рисуйте вместе со мной. И мне кажется, это такая очень хорошая практика для того, чтобы научиться такому стилю скетчинга. Ну вот, немножко приношу еще туда атмосферности. На кисти на моей есть немного цвета, поэтому я беру и делаю такую штуку, как будто бы там есть атмосфера, как будто бы как-то работают облака. Но на самом деле облака не рисую. Просто делаю вот этот вот вид, такой эффект, что как будто бы они есть.
Ну и в принципе этого так вполне себе достаточно. Немножко прохожусь по буквам для того, чтобы их подразмыть, и они стали такими более естественными моему изображению. И вот из разного рода таких картинок и плюс, ну, видовых и проектных. Зачем я это рисую? Для того, чтобы в свою опытность, понимание формы внести и то, что сделал вот этот вот древний архитектор. Потому что с огромным уважением отношусь к культурному наследию традиционному. Очень его люблю и стараюсь изучать. А для того, чтобы его изучать много, нужно идти вот в такой лайтовой истории, когда не очень много времени у меня займет проработка всего этого. Вот вы как раз видите, кстати, те чернила, которыми я работал. Вот они такие симпатичные. И такой вот результат. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Кичигин Эдуард, было приятно поскетчить. И вы тоже берите листик, бумагу и рисуйте со мной. Всем чао-чао.